Привет, это Тостер. Здесь много интересного о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. Это видео – наша версия такого топчика стиральных машин с автодозировкой жидкого моющего средства и кондиционера для белья. Автодозировка – это реально удобно. Налил все и забыл стирок на 20 об этом. Машина сама решает, сколько средства и в какой момент лить. Ну или можно объем порций настроить, кстати. Мало того, что удобно, еще и помогает избегать перерасхода. Мы же с вами всегда больше льем, мол, лучше отстирает, хотя это вообще не так. В общем, собрали здесь стиральные машины, которые доступны на российском рынке и которые все решат за нас. Это стирально-сушильная машина, и это мой любимый полноразмерный формат. 60 сантиметров глубина, и поэтому 10,5 килограммов загрузка при стирке и максимальная до 7 килограммов при сушке, что вообще-то очень круто. Вообще, если есть место, есть куда поставить, всегда берите полноразмерное устройство. Вместимость больше, вещам просторнее, барабан объемнее, а значит меньше мнутся вещи, что особенно актуально для стирально-сушильных машин и этапа сушки. Например, в узких сухие вещи часто довольно мятые на выходе, а в полноразмерных с этим получше. Автодозировка жидкого моющего средства для стирки и кондиционера. Тут, в принципе, все по классике. Примерно на 20 стирок хватает объема отсека для моющего средства. Это при половинной загрузке 4-6 килограммов вещей, если в барабане. Могу даже озвучить данные по дозировке. 42 мл жидкого средства для стирки в этом случае подается к вещам и 30 мл кондиционера на соответствующем этапе. Это если у вас средне загрязненные вещи. И вот эти настройки автодозировки, их можно изменить. Это все работает с учетом степени загрязнения вещей. Можно, конечно, вообще отключить автодозировку и делать все, ну, как говорится, по старинке, если порошок, например, вот обычно используете. Ручную дозировку тоже никто не отменял. Плюс, что важно, тут есть функция очистки системы автодозировки. Используйте ее, если меняете моющие средства, удаляются остатки предыдущих из дозаторов и шланга, который к ним подключен, чтобы не смешивалось ничего, не затвердевало. Такое возможно при длительном перерыве в работе, в использовании. Тут есть технология AIDD. Ну, такая немного смешная аббревиатура, но вообще-то есть реальная польза. Смысл в том, что машина не только взвешивает вещи, чтобы оптимизировать вот цикл стирки, да, но и распознает ткани, вернее, некоторые их характеристики, такие как плотность или мягкость. В памяти машины около 20 тысяч различных комбинаций и сочетаний. Это, по сути, анализ того, как те или иные ткани и их сочетания ведут в себя в барабане стиральной машины и их электропроводимости. Именно эти данные в итоге обрабатывает процессор. Ну и в итоге алгоритм стирки оптимальный эта машина строит, исходя из загрузки и из того, какой тип ткани или какой, тканевый микс, скажем так, если смесовые ткани находятся в барабане. Еще несколько моментов, о которых тут хотелось бы рассказать. Здесь, помимо прочих программ стирки, и их тут, кстати, предостаточно много, есть цикл Turbo Wash. Это стирка до 4 килограммов вещей за 39 минут. Специальный короткий цикл, в ходе которого к вещам под давлением вода подается еще и отдельными струями с 4 сторон, что в итоге позволяет ускорить стирку и без ущерба качества при этом. Тут, конечно, скорее стоит стирать не слишком грязные вещи, потому что времени не очень много, а таких, как правило, у нас в жизни большинство, да, все же. Надел что-то разок-другой и стираешь. Вот это именно для таких случаев. Пар. Если уж вам хочется его использовать, то можно. Вы можете просто выбрать гипоаллергенный цикл, в процессе которого генерируется в барабане пар. Вещи им обрабатываются, и это служит такому удалению аллергенов и рекомендуется для вещей из хлопка в целом, а также, в частности, для нижнего белья, постельного белья, детских вещей. Или можно добавить пар в некоторые другие программы, которые попадают вот в этот список, обрамленный красной чертой. Или вообще выбрать отдельный цикл без стирки. Это будет именно освежение вещей, пар. Запахи могут быть удалены, меньше складок, опять же аллергены нейтрализуются. Это, подчеркну, не стирка. Вещи будут после слегка влажные. Повесьте на вешалку потом, чтобы все
расправилась и подсохла. В общем, неплохая такая тут паровооруженность, назовем это так. Есть объединенный цикл стирки и сушки. Тут максимум 7 килограммов, напомню, если это хлопок. С другими тканями загрузка всегда меньше, это вы знаете, я уверен. И тут мы уже, давайте перейдем к сушке непосредственно. Помимо этого вот непрерывного цикла можно добавлять сушку к определенным программам стирки, да, или вообще отдельно запускать. Сушка тут есть стандартная или автоматическая по степени влажности. В этом случае машина сама контролирует время сушки, когда понятно, что все сухое, процесс завершается. Как правило, в случае со стирально-сушильными машинами это сушка на вешалку, в шкаф, да, то есть совсем легкая увлажненность такая остается, но это уже не мешает хранить вещи, вот как обычно вы их храните. Есть еще сушка под утюг для облегчения глажки, есть специальный низкотемпературный режим для деликатных вещей. Но вот, кстати, шерсть производитель, честно, не рекомендует сушить здесь. Плюс, конечно, можно просто время сушки установить, то есть сушка по времени тоже доступна. Добавлю еще, что тут инверторный мотор с прямым приводом. Это наиболее эффективное и современное решение для стиральных машин сейчас. 10 лет гарантии на него, это такая классика от LG. Удаленное управление со смартфона тут тоже есть, поддерживает она и работает с умной колонкой Яндекса с Алисой. И таймер отсрочки старта по классике тоже есть. Можно стирать ночью, если у вас многотарифный счетчик, например. А еще она совместима с мини-барабаном Twin Wash Mini. Можно одновременно стирать какие-то крупные вещи вот здесь в ней и что-то помельче, повседневное как раз в этом мини-барабане. Это такое уже решение для эстетов от стирки. По мне, так модель крутая, с кучей полезных функций и технологий, не только автодозировка. И не зря она в нашем топе. А как она вам? Welcome в комментарии. Haier, это известный китайский бренд. Вообще у ребят есть завод и в России, мы на нем были, все там осмотрели, изучили и рассказываем, как там делают. Как раз, кстати, стиральные машины. Ссылка в подписи к этому видео есть, посмотрите, интересно. Это вообще стирально-сушильная машина, такой модный сейчас формат. У нее, естественно, есть автодозировка. Мы до этого скоро дойдем. Но сначала важная про формат сам. Смотрите, она высокая, почти метр высотой. Она немного шире классических стиралок, не 60, а 70 сантиметров. Но при этом глубина у нее, как у узких моделей, 46 сантиметров. Это дает большую загрузку, до 10 килограммов при стирке. Но при этом место она не занимает глобально больше обычной узкой машины. Значение имеют, пожалуй, только вот эти дополнительные 10 сантиметров, ширины. Потому что выше она и выше. Это как с небоскребами, знаете, история, которые, экономят городские площади, но при этом вон сколько всего в них помещается. А глубина, повторюсь, самого корпуса, как у узкой обычной модели. Круто, это хорошее решение. Далее автодозировка. Литр наливаете геля для стирки и пол-литра кондиционера для вещей. Все, и забываете на некоторое время. Дальше машина сама решает, сколько лить. Учитывается, конечно, выбор программы, степень загрузки, автовзвешивание здесь есть и дополнительные выбранные опции. Дальше моющее средство подается в нужном объеме и в нужный момент, как и кондиционер для вещей. Когда что-то заканчивается, есть предварительный сигнал на панели управления или на смартфон приходит уведомление. Потому что, конечно, здесь стиркой можно управлять удаленно через мобильное приложение со смартфона. Полная функциональность в этом плане, полный удаленный контроль стирки. Если уж мы заговорили про авто, то продолжим. Здесь есть еще автопрограмма для стирки хлопка, синтетики, льна, и, соответственно, вещей из смесовых тканей. То есть самое популярное и носимое. Вы просто кладете вещи, выбираете программу и далее все настройки уже в авторежиме. Температура адекватная,
для таких тканей, чтобы не испортить время стирки, объем воды, полоскание, исходя опять же из загрузки. А вообще программ стирки тут много, кроме автоматической вот этой повседневной по сути. Есть и другие. Хорошее такое программное меню, все, что нужно, не забыли, включая короткие и особо деликатные циклы. Я бы еще отметил, что внутри многих программ можно менять время стирки. То есть вот надо побыстрее, уменьшили, к примеру. Рекомендовал бы в этом случае, может немного загрузку снижать для лучшего результата. И нужно учитывать, что более интенсивная стирка в случае ее ускорения. Здесь такой комплексный подход. И на мой взгляд, кстати, это реально одна из лучших подобных программ вот такой стирки без воды из тех, что представлены на рынке у разных брендов. Комплексный подход в том, что работают на освежение вещей, на удаление с них пыли, запахов, горячий воздух, плюс своего рода такой водяной туман, такой определенный алгоритм вращения барабана, плюс финально воздух комнатной температуры. И вот это воздействие, несколько параметров таких, да, а не просто, например, пар один, оно позволяет достичь хороших результатов. Вещи реально свежее становятся. Мы тестировали, кстати, этот момент, ссылку внизу поставим. Про сушку еще скажу, это важно. Тут за счет того, что большая вместимость, сушить можно до 6 килограммов вещей, что круто. Обычно же у узких моделей 6-7 стирка, 3-4 сушка, да? Нет, тут сушить можно больше, барабан объемней, а значит вещи менее мятые в итоге. Есть такая проблема у некоторых стирально-сушильных машин. Но вот тут в этом плане, должно быть лучше. Перегружать только не нужно, сушить больше, чем рекомендовано для каждой программы. Это все есть в инструкции, читайте ее, очень вас прошу. Сушка возможна по времени или в авторежиме. Машина сама поймет, когда вещи сухие, и все завершит. Ну и финально еще несколько фактов о ней. Тут бесщеточный инверторный мотор прямого привода. То есть, по сути, это самое крутое, что может быть сейчас в этом плане в стиральной машине. У меня у самого дома, кстати, модель с подобным мотором, и точно могу сказать, что тихо работает. Вот самого мотора, именно мотора, реально почти не слышно. Плюс тут прокачана экономичность и срок службы тоже увеличены. Хотя бы даже за счет отсутствия некоторых изнашивающихся деталей. Ребята из Haier, они вообще говорят о пожизненной гарантии на мотор. То есть весь период эксплуатации прибора. Пока она у вас работает, мотор на гарантии. Если мотор сломается, а все остальное в норме, это получается гарантийный случай. Если заглянуть в барабан, там фирменные хайеровские подушечки Pillow Drum. Собственно, называется все это Pillow Drum, подушечный барабан, если в дословном переводе. Подушечки эти по всему барабану внутри, чтобы механическое воздействие на вещи, оно сохранялось, но было при этом максимально бережным. Плюс тут бесшовная сварка, чтобы не цеплял вещи шов. Еще одна мимимишная штучка — это подсветка внутри барабана. Видите, да? Можно, конечно, и без нее прожить, но знаете, когда покупаешь такую небюджетную технику, хочется уже, чтобы и такие мелочи были учтены. У меня вот такой подход. Носок, опять же, одинокий быстрее найдется. Вот так, отличный, на мой взгляд, девайс. Автодозировка — это удобно. И еще, как видите, много всего полезного в этой стиральной машине есть, стирально-сушильной. Прямое попадание в наш топ. Samsung. И модель, она интересная по дизайну. Кстати, мне, например, вот это важно. Особенно, когда речь идет о дорогой технике, а у нас, не бюджетные машины в этом обзоре. И вот, знаете, все в ней мило, вот так вот внешне, согласитесь, машина симпатичная. Но чего-то не хватает, да? Чего? Это же Samsung, напомню. Конечно, вот этой привычной дверцы уже AdWash в люке, куда можно добавлять вещи или моющее средство, через которую. Мы снимали такие модели, есть у нас видео, например, про умную стирку и сушку Samsung, ссылку в подписи оставим, там дверца есть. А знаете, почему нет здесь этой дверцы? Многие, наверное, догадались уже, потому что это модель с сушкой, и тут нужно быть полностью уверенным, что в момент сушки воздух горячий
но он точно останется внутри. Решили обойтись без дверцы. Но если просто нажать на паузу, то там, где это возможно, где уровень воды позволяет, сможете просто добавить вещи, открыв люк. Автодозировка моющего средства. Открываем кювету и видите, да, здесь 3 зоны для жидкого моющего средства, для кондиционера. Он тоже автоматически дозируется. А вот это, если пользуетесь обычной ручной дозировкой, например, порошок, это тоже можно делать. Автодозировку можно отключать вообще. Смысл в том, повторюсь, уже в рассказе о других моделях говорил это, что в соответствии с выбранной программой стирки у вас моющее средство и кондиционер подаются к вещам в нужный момент. Если включите режим интеллектуальной стирки, то объем подаваемого моющего средства и кондиционера будет варьироваться в зависимости от степени загрузки машины. Там еще время стирки, объем воды тоже подгоняются. А при этом выбор вот этого объема моющего средства, он из 3 вариантов: побольше, поменьше и средний. Там разница в несколько миллилитров. И вот если вы не стираете интеллектуально, не выбираете этот режим, или его вообще нет, в модели разные же в серии, и тогда вы можете сами настроить объем автодозировки. Те же 3 уровня. В принципе, я бы выбрал среднее значение и на этом успокоился. Оно, кстати, по умолчанию и установлено. Но если, например, вещей мало стираете, можно уменьшить для конкретной стирки. То же самое с дозировкой кондиционера можно проделывать. Плюс еще выбираете его консистенцию, что логично. И все, и вы стирок на 20, плюс-минус, забываете о том, чтобы что-то там добавлять. Когда настанет время долить, машина заранее сообщит. В том числе и на смартфон придет уведомление, если активируете удаленное управление через мобильное приложение Samsung SmartThings. В этой модели есть такая возможность. Полный контроль удаленной стирки, сушки, выбор программ, дополнительных опций, рекомендаций по стирке. Все по классике в этом плане. Эта штука удобная для тех, кто любит такого рода современные решения. А кому-то и не нужно, наоборот, никакое удаленное управление. Правда? Пишите в комментариях, кстати, что думаете об этом, об удаленном управлении стиральной машиной. Не буду подробно останавливаться на списке доступных программ. Довольно много их тут. Машина не из бюджетных, так что спектр широкий. Отмечу паровой цикл. Это именно стирка с паром. Использовать его можно для разных вещей. Рекомендуется для хлопковых и льняных, для тех, что с кожей непосредственно контактирует. Там нижнее белье, детские вещи. А здесь мы получаем гипоаллергенную обработку вещей, минимизацию по бактериям, аллергенам. Производитель даже говорит о стерилизации вещей. Чтобы это все по максимуму работало, температуру стирки выбирайте от 60 градусов и выше. Экобабл тут есть технология, родная наша, куда же без нее. К вещам подается уже такой насыщенный воздухом моющий раствор. Своего рода активная пена. Все это проникает в волокна ткани лучше и быстрее. И благодаря этому полностью, что называется, раскрываются возможности моющего средства. И в целом эффективность стирки от этого выигрывает. Чуть подробнее о сушке. До 5 килограммов максимум. Есть цикл смежный, когда стирка плюс сушка. Максимум по загрузке, соответственно, тоже 5 килограммов. Можно просто задать время сушки от 30 минут до 4 часов. Можно выбрать авторежим и степень просушивания. В этом случае машина высушит вещи до состояния «убираем в шкаф». Это, в принципе, уже реально сухие вещи. На вешалку, чуть заметно влажные, отвисятся нормально. Или под глажку, еще более влажные, но чтобы максимально удобно гладить было. Это все основное, что хотелось рассказать об этой стиральной машине Samsung. Про мотор, пожалуй, еще. Здесь он инверторный, бесщеточный, с цифровым управлением. Это улучшает энергоэффективность, тише машина работает и ресурс рабочий хороший. У мотора корейцы 10 лет дают на него гарантию. Основные акценты: автодозировка моющего средства, интеллектуальный режим стирки с оптимизацией под конкретные условия. Помните, да, объем моющего средства, воды плюс по времени корректировка. Сушка, удаленное управление. Если хотите еще порыться в технологиях, программах, функциях, ссылки под видео на эту машину и других участников обзора, разумеется, будут.
Ребят, автодозировка моющего средства – это удобно. Большинство, как ни крути, сейчас стирает именно жидкими средствами. Или я не прав, или вы с порошочком. Пишите в комментариях. И вот чтобы не думать про недолил, перелил, автодозировка самое то. Плюс еще же с кондиционером то же самое. Все залили и забыли на некоторое время об этом. Потом получили напоминание на дисплее машины или на смартфон, что надо еще долить. Окей, без проблем. Я за и эту технологию рекомендую. Но опять же буду рад вашему мнению. У кого-то, уверен, есть машины с автодозировкой. Очень прошу в комментарии, и мы почитаем, и другие люди, кто думает, может брать или нет, тоже почитают. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Лайк, шер. До новых обзоров и тестов.